Всем привет, с вами Анастасия, и это канал о Турции. В этом видео я вам расскажу о больницах, врачах, аптеках и все, что с этим связано. Это первая часть видео, вторая обязательно выйдет на следующей неделе. Турки сами по себе очень любят лечиться, но это в хорошем смысле, потому что они очень щепетильно относятся к своему здоровью, и малейшие какие-то звоночки, малейшие какие-то недуги, они сразу обращаются к доктору, и они очень исполнительные. То, что прописал доктор, когда, сколько пить и как, они обязательно тютелька в тютельку это выполняют. Эта культура очень даже хорошо показано в турецких сериалах. Как оно есть, в принципе, в жизни то же самое. Возможно, это связано с тем, что госбольницы в Турции бесплатные, и за все время проживания здесь я, в принципе, стала такой же щепетильной. Досмотрите это видео до конца, потому что в конце я вам расскажу маленький секрет о частных больницах. Медицина в этой стране соответствует европейским стандартам. В Турции есть частные клиники, есть государственные. Государственные клиники для граждан Турции абсолютно бесплатно, но для этого должна быть сигорта. Сигорта – это страховка. Они разделяются на несколько видов. У нас, например, СГК, она как больше идет семейная. Муж работает и открывает ее на себя, но могут ею пользоваться вся семья, дети и жена. Работает она, эта страховка, по всей Турции, по всем госклиникам. Платим мы за нее 2000 лир, но сейчас цены нестабильные, все повышается, поэтому точно вам уже я не скажу. С этой страховкой все госклиники в Турции абсолютно бесплатно. Прием, какие-то любые манипуляции, роды и все в этом роде. Она не распространяется на частные клиники, но с многими частными клиниками есть договоренность, и обслуживаться, и ходить к врачу там можно по 50% скидкой. Если женщина вышла второй раз замуж за турка, и у нее был от первого брака ребенок, то эта страховка на этого малыша, она не действует, а действует она только на своих родных детей, либо на усыновленных. Но если нет никакой страховки и идешь платно в государственную клинику, то там цены все равно ниже, чем в других частных клиниках. Если в нашей культуре у нас обесцениваются государственные больницы и больше склоняются к частным клиникам, что частное это значит хорошо, это значит лучше, то в Турции абсолютно не так. В Турции госклиники очень хорошо оборудованы, обслуживание на высшем уровне и достаточное количество персонала. Если вам интересна госклиника изнутри, в описании оставлю ссылочку, посмотрите, есть полный обзор клиники. Также в госбольницах можно записаться на консультацию высшей категории, например, к профессору. Но это будет немножечко уже дополнительно стоить. На тот момент это было 80 лир, сейчас около 2000. Но опять же я говорю, что цены нестабильные, поэтому точные цены я вам дать не могу. Также в госклиниках есть переводчики. Если вы не говорите на турецком, то вам позовут переводчика и объяснитесь, и все будет нормально. Также здесь нет такого понятия карточки медицинской, как в постсоветском пространстве. Здесь все в электронном виде. То есть вы приходите, называете свою фамилию, и у вас от рождения до старости вся картотека выходит в компьютерном виде, в какую бы вы госбольницу вы ни обратились. Я всегда обслуживаюсь в государственных больницах. Мне очень нравится, я очень довольна. И сейчас я вам назову несколько больших клиник государственных, которые находятся в Измире. Эге университет, Докуз Эйлюль, Чили Этим Араштырма и Тепеджик. Тепеджик – это большая туберкулезная и легочная огромная больница. А прямо сейчас поставь лайк и оставь комментарий. Твое мнение для моего канала и для меня очень важно. Как записаться на прием в госклинику? Здесь по Турции есть единая система, записи по телефону. Один номер по всей Турции, по всем госклиникам 182. Звонишь туда, берешь рандеву, называется, прием у врача, записываешься где-то от 7 до 2 недель.
Ну, если ждать. срочно, не ждет, прям вот болит невозможно, то тогда нужно ехать в скорую помощь. Скорая помощь здесь называется Аджиль. Она работает круглосуточно. В любую ближайшую госбольницу вас примут без проблем и окажут скорую быструю помощь. Скорая у них работает действительно отменно. Я ею очень довольна. При малейших каких-то ночью или днем мы обязательно обращаемся в скорую. И если нужно, врач скорой помощи вас отправит тут же на прием к уже узкому специалисту. Но если вам нужно попасть на прием без очереди и без скорой помощи, то еще есть такая система живой очереди. Это очень рано утром, практически до открытия больницы, нужно пойти к желаемому врачу и по живой очереди там стоять и записаться. Но это может быть и до обеда очередь попасть, а может быть и после обеда. Еще в Турции есть здесь такой момент, когда записываешься к врачу, например, мне нужно было к гастроэнтерологу, то прямой к этому врачу тебя записывать не будут, а будут записывать сначала к доктору внутренних органов, а если он посчитает нужным, что у тебя действительно какие-то такие проблемы, что нужно гастроэнтерологу, только тогда он тебя перенаправит. И также мне нужен был пульмонолог, меня тоже к нему не допустили, сказали сначала идите к доктору по легочным проблемам. Я точно не знаю, как этот доктор называется. В общем, пошла я, Гюйс по-турецки, пошла я к этому доктору, а он потом уже сказал, что вам пульмонолог не нужен, вам нужно аллергическая, в общем, какая-то фигня там назначила. Чтобы взять лекарства в турецких аптеках, эчзане называется, нужно обязательно рецепт врача. Без рецепта врача вам не дадут лекарства, особенно антибиотики. Антибиотики только по рецепту. И еще такой момент. Если рецепт от госврача, то по нему ты будешь платить за лекарство 20%, потому что 80% платит твоя страховка. Если ты взял рецепт у частного доктора, то сейчас точно не знаю, все или некоторые, в общем, они не действуют на страховку. И все лекарства будете оплачивать по 100% стоимости. Но да, есть даже такой список лекарств, которые тоже не входят в страховку, их нужно тоже оплачивать полностью, но таких лекарств очень мало. И по страховке лекарства очень даже цена очень даже смешная. Это детские сиропы жаропонижающие, они от 10 лир, а уже такие антибиотики какие-нибудь такие серьезные, они уже от 30-40 лир. С детками здесь совсем другое положение. Все турецкие детки под опекой государства, под надзором до 18 лет. Не имеет значения, их родители работают, есть ли у них страховка, ходят в госклиники, обслуживаются абсолютно бесплатно, лекарства тоже практически бесплатно. Все так же, как будто бы у них есть страховка. И сейчас маленький секрет. В частных клиниках за операцию платите не только вы, но и государство Турции. Это была первая часть видео, вторая будет на следующей неделе. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить. Будьте здоровы, не болейте. Сейчас это дорогое удовольствие.